Всем привет! Меня зовут Наталья. Добро пожаловать на мой канал. Сегодня, друзья, я вновь хочу пригласить вас в Милан, где под финальный занавес марафона показа в неделе моды состоялась презентация коллекции Джорджо Армани «Весна-лето 2026». Давайте представим себе миланский вечер. Сумерки, мягкий свет фонарей, внутренний дворик пинакотеки Брера. Той самой, где стены буквально пропитаны дыханием итальянского искусства. В воздухе тишина, которая предвещает не просто главное фэшн-событие, а очень важный исторический момент – знакомство с последней коллекцией великого маэстро моды. Дизайнера, который всегда утверждал, что стиль вечен и независим от трендов. И вот он ушел, оставив нам вечность в тканях и силуэтах. Изначально все было задумано как большое юбилейное шоу в честь 50-летия легендарного итальянского бренда, но стало искренней данью уважения памяти Джорджо Армани, человека, который застал взлет Коко Шанель, появление New Look Кристиана Диора, расцвет Ив Сен-Лорана, дизайнера, который пережил все основные вехи модной индустрии прошлого века и стремительно вошел в нынешнюю современность, который построил целую империю, где основой стал утонченный вкус не только к моде, но и к жизни. Это был вечер прощания. Многие гости надели черное, вокруг зажгли десятки свечей. Даже обычно протестующие активисты у входа замолчали, понимая, сегодня не время лозунгов, сегодня время спокойствия, элегантности, истинной красоты. Время воспоминаний в тихом семейном кругу, а не шумная светская тусовка. Что сказать о самой коллекции? Она получилась очень цельной и охватила основные ключевые периоды развития бренда. Ярче всего это заметно по цветовой палитре. На подиуме можно было увидеть все любимые оттенки Армани. От серо-бежевых тонов, ведь когда-то Джорджо в шутку даже называл себя бесцветным дизайнером, до фирменного Армани Блю и насыщенных изумрудных и фиолетовых цветов, с которыми модельер начал экспериментировать позднее. Вдохновение для модного гардероба возникло из двух мест, дорогих сердцу Армани. Первое – это Милан, строгий, нейтральный, архитектурный. Второе – Пантельрия, сицилийский остров, где кутюрье любил отдыхать. Отсюда опять же контраст в характере стильных нарядов и гамме оттенков, когда серо-бежевые костюмы с мягкими плечами сменяются всплеском ярких и чувственных средиземноморских красок. Нашлось в новой коллекции место и минималистичному элегантному крою, и более смелым футуристичным силуэтам, и расслабленным восточным фасонам, ставшим отсылкой к давнему увлечению дизайнера индийской и китайской философией. Образы знакомы, но как будто все видишь впервые. Самым частым предметом на подиуме, особенно в первой части шоу, выступают брюки, в основном свободные, из струящихся тканей. Да, на юбилейном показе были те самые шаровары, за которые маэстро критиковали лет 40, а он продолжал их шить, потому что настоящие мастера не подстраиваются. Как всегда хороши шелковые пижамные комплекты, легкие, почти невесомые тренчи, уютный трикотаж. Финальная часть завораживает роскошными вечерними луками. Здесь есть и волшебная глубина цвета, и магия благородного бархата, и очарование полупрозрачных фактур. Есть сверкающие пайетки и стразы, конечно же, без дешевого блеска. Особенный штрих – наряды дополняют невесомые накидки, словно сотканные из хрустальной паутины. И заметьте, мои дорогие, среди аксессуаров сегодня нет ни одного головного убора, ни одной шапочки, шляпы, берета. Кто-то из публики ахнул от удивления. Как же так? Но именно этим жестом дизайнер в очередной раз доказал, что стиль в первую очередь не в аксессуаре. Стиль в человеке, в личности, в нас самих. Трогательным до слез моментом модного шоу стал выход на подиум одной из любимых муз Джорджо Армани, латвийской модели Агнес Зогла. Воплощение настоящей женщины, главной героини бренда Армани. Элегантной, утонченной, без конкретного намека на возраст. Она появилась в длинном темно-синем платье с вышитым стразами портретом маэстро на груди, и зал просто замер. У многих были заметны слезы в глазах. Зрители аплодировали. Но не модной одежде, а огромнейшему таланту мастера высокой моды. Да, сезоны меняются, вещи со временем часто теряют свою ценность, тренды улетают на свалку истории,
но стиль остается. Тот, что живет не на подиуме, а в походке, в осанке, во внутреннем спокойствии, красоте и не имеет срока годности. Джорджо Армани оставил нам понимание этого навсегда. Я очень надеюсь, друзья, юбилейная весенне-летняя коллекция легендарного бренда придется вам по душе, и вы не забудете отметить видео лайком. Всем хорошего дня, удачи в поиске личного стиля и, по нашей доброй традиции, только теплого, солнечного настроения.